домики. Здесь дохлая собака, либо что-то собака. Местные, где обычно кушают. Вот у них обед обходится где-то в 50 песо. Хотя я видел где-то и за 25 тоже. Вон правительство, которое пирует. Короче, эти бедные люди развлекают богатых. Так, мы нашли светофор. Это, по-моему, первый светофор, который здесь работает. Это что за танк? Крис, папа! Чага. Это, по-моему, перевозит наличку. Уф, как он пыхтит, он как танк. Реально танк. Поэтому и воняет как танк. 우리 저쪽으로 가야 되는 거 아이가? 저쪽으로 갈까? Это мы находимся в центре города. Но не вижу нигде мусорных урн. А вот еще светофор. Да, здесь цивилизация. Да. Так, по бензину у них стоит где-то больше доллара, $1.20, да, $1.20, 25 это. Стоит у них бензин, это я понимаю. Так, здесь у них вот такие счетчики. Счетчики вода. Где они не в каждом доме. Они копятся на одном переходе и уже идут вглубь. Здесь у нас проходит канализация по центру города. И она идет вон туда вдоль. Вдоль этой канализации кругом как установлены домики. Здесь дохлая собака, либо что-то собака. Вот здесь огонь такая. Фух. Как по этому проходить? Зашли в какой-то супермаркет наподобие мола маленького. Потому что на улице очень жарко. И вот так это все выглядит. Все готовятся к Крисмасу. Я так понимаю, это местного бренда. Здесь у нас обувь. Странно, конечно, у них все распасовано-то. Если посмотреть, здесь опять поднимается на уровень, половины уровня. Здесь тоже половина уровня. 왜 샌들 필요 있어? 니 지난번에 더 그런 거 사가지고 그런 게 있었는데 그거 아니 그거 달았잖아. 그거 깎아봤는데 아니 그게 좋았으니까. Здесь по секциям сумки, неважно каких брендов, главное все по секциям. Сумки отдельно, кошельки отдельно, спортивный инвентарь отдельно. Насчет бренда здесь они. 자, 이거 왜? 이거 우리 바다에서 그냥 찾으면 되지. 설마 그럼 들고 가려고? 키에서 나와봐. Решили выбрать кошельки на подарки. Перед нами идет мужик с бибикалкой. И походу что-то продает. И что-то непонятно. То ли это сладость, то ли это какой-то кимпап. Запах, конечно, здесь из-за всех этих выхлопных газов прям отменный. Дышать трудно. Кстати, здесь вот так продают воду за 1 песо. Закидываешь монетку и льется вода ровно на 1 копейку. Сейчас я хочу показать вам другой аппарат, который можно набрать в полиэтиленовый пакетик. Кстати, вот да, стоит полиэтиленовые пакетики. Можно с помощью него набрать
Но там есть еще другого типа, старого типа. Вот те более интересно. А вот здесь вот указано, кто закончил университет с отличием. Похоже, это у них школа-университет. Или школа, или университет. Ну-ка, что написано? Университет. Мы сейчас, как незнающие люди, здесь обгородили, а мы пошли по покрашенному, по сделанному. Здесь у них идет стройка. Нас никто не остановил, мы бы сейчас залезли в цемент. Про нас думают, вот дикие, блин, что под ноги не смотрят. Здесь все перерыли. Это, мне получается, в центре города, рядом с каким-то музеем. Идти негде. Смотришь за детьми и молишься, чтобы тебя не сбили. Только чтобы попасть вот в этот парк. Так, кстати, вот как выглядит Jollibee. Это получается местный бренд типа Макдональдса. У них даже есть драйв-тру. Что-то непонятно, где здесь вход. Здесь, короче, можно покушать. В среднем где-то до 50 песо. Рис 10 стоит. И все такие котлетки, они стоят по 20, по 25, по 35. Это вот местные, где обычно кушают. Вот у них обед обходится где-то в 50 песо. Хотя я видел где-то и за 25 тоже. Это единственное место, где мы нашли, чтобы спрятаться от солнца. Рядом вот с этим музеем, с фортом, нашли единственную площадку, свободная, более или менее от людей. Здесь, похоже, в виде парка. Ребята собираются, тусуются, что-то играют. Вон там видно, что они то ли танцуют, то ли это у них какая-то игра. Площадка не такая же, по которой можно будет бегать, потому что здесь на всей территории то камни, то булыжники. Ну, там мужик, он подзывает, продает воду, короче, и всех подзывает, как собака. Такой своеобразный звук, когда мы подзываем собак. Вот типа такого. Чувак так продает воду. Но без воды здесь никак. Здесь буквально минут 30 проходишь под солнцем, прям чувствуешь, тебе не хватает воды и ищешь где купить. Здесь проходит какое-то непонятное празднование. Как я понимаю, вот все люди зашли в форт, это типа такого музея. На главной сцене стоит несколько столов. Там, я так вижу, еда. И вот все остальные люди, которые вокруг, они просто тупо наблюдают, как эти люди кушают. Надо спросить, что за фигня такая. При том, что там люди аж наблюдают за ними, вон там, сидя на стульчиках, ожидая какой-то либо церемонии, либо чего-то еще. Ну как это называется? Я сейчас узнал, что это. Оказывается, здесь у них проводит... Так, Мишель нашла гомика. Не гомика, а этого, блин, как его? Транса. Прошел. Ладно, в общем, здесь, оказывается, идет празднование Крисмаса у кого-то, короче, из правительства. И есть простые туристы, которые пришли посмотреть на праздник.
Но такое ощущение, что они пришли просто поглазеть, как эти люди из правительства кушают на сцене. Те за этими наблюдают. Так, мы специально взяли билеты в музей, чтобы спастись от всех этих людей. А как оказалось, в музее еще больше людей. У кого-то проходит здесь фотосессия. Здесь такая жара, а девушка в таком платье. Мужик тоже в таких штанах длинных. Вот столько людей, все ожидают чего-то в парке. Это получается внутри музея. Я так понимаю, вон призы, вон правительство, которое пирует. Вот люди, и вон они все вокруг. Их всех собрали, чтобы раздать подарки, но не просто так. Они проводят какие-то конкурсы, то есть для тех, кто там, для них это развлечение. Короче, эти бедные люди развлекают богатых. Кто быстрее выпьет пиво, что ли? Кто первый выпьет, тот то ли выигрывает что-то, то ли переходит в какой-то следующий тур. Так себе конкурс. Выпить быстро пиво. При том, что это организовывает правительство. Местная мэрия. Решил снять это недоразумение поближе. Вот видите, здесь у них получается купешник, буфет. Это, видно, званых людей позвали, а бедные люди их развлекают. И это все происходит в каком-то музее, куда, кстати, вход тоже платный. То есть позвали бедных, заставили их заплатить за билеты, чтобы они через конкурсы стали развлекать мэрию. Так, решили здесь поужинать. Здесь у нас получается 3 гамбургера, 3 сета и вот такой чикен с райсом. 2 напитка кола спрайт и еще 2 это у нас лемон ти. Все вместе у нас вышло за 4 сета 563 песо. Это получается чуть больше $10. Порция картошки очень мало, поэтому картошку пришлось докупать. Гамбургеры тоже маленькие, тоже пришлось докупить. И мороженое. Все вместе вышло чуть меньше $20. Такая куча после нас. Здесь, кстати, за собой убирать не надо. Здесь придется сотрудник все уберет. Вот эта вывеска тоже неспроста здесь висит. Говорится, приглядывайте за своими вещами. Здесь, возможно, пруд. Давайте продолжим тему туалетов. Как выглядит туалет. Здесь есть рукомойник. Это перед входом в туалет. Дальше у нас есть, посмотрим в какой чистоте, это туалет Jollibee. Здесь санитайзеры, раковина, заляпанная непонятно чем. О, нашел маленький писсуар. Обычно у них у всех писсуары установлены вот такие высокие. И одна кабинка для туалета. Это на весь ресторан. Относительно чисто, можно сказать. Для себя тянул, потому что по логике раньше у нас такие были. Ну, не раньше у нас, вот в Корее. Они вытягиваются вот так, а здесь она, мне кажется, крутится в бок. Мыло. Нажимая на мыло, это все льется на пол. Непонятно, как они продумали. И здесь вот такие салфетки. Сейчас покажу. Допустим, если мокрая рука, вытаскиваешь салфетку. Вот она вот такая салфетка, вот видите. Вот как ее вытащить? Короче, салфетки это непонятно для чего сделаны, но никак не для рук.
И почему-то даже в Jollibee стоит охранник с пистолетом. Здесь в каждом ресторанчике охранник полностью вооружен. Вот стоит мужик тоже рядом со входом в здание. Просто в лифт. Здесь рядом расположен другой чейн фейсфуда, называется Chao King. Здесь более китайская кухня, но тоже быстрого приготовления. И здесь та же ерунда, стоит вот охранник, полностью вооружен с пистолетом. А нет, пистолета у этого нету. Мы идем, нашли Макдональдс. Здесь мы брали футболки. Потом, как оказалось, в 2 раза дешевле можно было найти футболки в супермаркете. Это типа их типа мола. Дальше здесь мы должны найти супермаркет, потому что хочу купить пару фруктов. Вот смотрите, здесь какая улица с подсветкой, Рождество. Так. 어디 가야지? 아빠 저기 경찰서다. 어디? 맞네. Police. 이거 뭐지? 아, это 시티홀. 이거 시청이야. Тиктокерши. Так, переходим дорогу. Опять же таки, без светофоров. Здесь где-то должен был спрятаться супермаркет. Супермаркет. Ага, нашли. Это наподобие какого-то оптового магазина. Оптового. Все на стеллажах, коробках. Так, нам нужны фрукты. Люди тарятся здесь вот такие тележки. Скорее всего, все перепродают. Потому что здесь до сих пор присутствуют комиссионки. Либо такие маленькие киоски в деревнях. То есть отсюда закупают и уже развозят. Ну, все вот такое стоит вот копейки. Буквально это у нас 400 копеек. Это у нас $0,50. Это мелк. Вода у нас 20 центов. Так, нам нужны фрукты. Вот то, что мне понравился, это вот такая штука. Помела. Что-то есть класс B, есть еще класс A. Так, будем выбирать. Не знаю, видно будет или нет. У водителя пол окна затемнено так, что ничего не видно. И он, получается, смотрит вот через такую маленькую щелочку. Многие спасаются от солнца тем, что тонируют свои стекла. Но здесь тонировка прям черная-черная и на пол окна. Он сам даже не видит. Специально пригибается, чтобы было видно. Зачем для себя так усложнять? Мы, короче, сейчас едем обратно домой, потому что посмотреть мы ничего не посмотрели, намучились, надышали столько газа, сколько я даже в центре
города в Корее, наверное, за год не пришел. Нас хватило пройтись буквально пару улиц. Жара была невыносимая, поэтому забежали в кафешку, поели. После этого зашли в супермаркет и так вот весь день прошел буквально. Заходили вот в этот музей, непонятный музей, там было какое-то празднование Крисмаса. Вот. И по идее, я считаю, что это была плохая идея выезжать куда-то, особенно в центр города. Потому что мы целый день провели бы здесь, на резорте. Чувак тоже бестактный, видит, что я записываю, разговариваю, стал кому-то звонить. В общем, у нас поездка сейчас обратно идет до резорта. С резорта и до сюда нам обходится на... Так, сюда мы заплатили где-то около 700 песо. И обратно тоже, я думаю, столько же выйдет. При том, что обед на 4 человека у нас изначально выходил только 500. По идее было поехать покушать. Могли поесть прям там в резорте. Чем чукчи, чем едем ходил. Сегодня солнца не было, поэтому вода еще сильно не прогрелась, но все равно достаточно теплая. Теплая и чистая, ну посмотрим. Там у нас получается Giant Water Slide. Ну, под 3 конструкции, там 2 больших слайда с горы спускаются. Солнца у нас нету. Такая пасмурная погода. Самое лучшее время для купания. Решили посмотреть на рыбок. Что-то дети не захотели. Придется нам вдвоем с Мишелькой поплавать, рыбок посмотреть. Сегодня последний день в этом резорте, завтра уже уезжаем. I'm charged for local calls. I tried to call, but no one answered. Still charged for that? Is dialing, sir? I dialed, but no one answered on that side. I'm gonna pay with my credit card. We'll just remove the local call, sir. Okay. And can you tell me what the exchange rate today is? For dollar? Our exchange rate? Yeah. Our current exchange rate is at 53 cents. For that, I'm gonna pay with a card. Yes. I also need to exchange $200. Certainly. Yeah. Right after. That rate is gonna be 53. 53, sir. Do you also exchange Korean money? Only dollars, sir. Only dollars? And Japanese yen. How come? You got a lot of Korean customers and you don't speak Korean one? Actually, ever since we don't accept really Korean won. Only Alright. dollar. Signature is over here. Okay. 이거 20만 원 아니야? 응? 거의 20만 원. 이거는 26만 원? 지금 아마도 24만 원? 일단 택시 비용을 필요했으니까. 택시 비용이 얼마인데? 응? 택시가 얼마인데?
택시는 얼마였지? 약 5만 원 정도 될 거야. 근데 나중에 또 돌아와야 되니까 안에서 택시 써야 되고. 아니 뭐 택시 하나 타는데 5만 원. 그리고 저기 가면 지금 또 호텔로 또 들어가야 되잖아. 저 호텔도 비용이 있어야 되는데 왜 마을이라서 저기서 돈 달러로 바꿀 수가 없습니다. 그럼 거기 쇼핑몰은 있잖아. 그러니까 그 언제 가는지 모르겠다. 오늘 가든지 아니면 내일 가든지. Мы выезжаем, у нас дополнительно было 3 массажа, получается. Safety Yeah, box can I say empty the bill? already, sir? Safety box empty already. Nothing's left inside your room. Yes, I emptied, I think. Yeah, I did. How Yeah, was your stay, by the way, sir? yeah I liked it. By the way, you need to do something with the air conditioner because it blows right onto the beds. Okay. If you make it higher, it's gonna blow on the farthest, the bed that is in the farthest corner, and So, if you make it, okay. Aside from the AC user, do you have any concerns with regards to with the pools, everything is fine. Just the air conditioner, you gotta clean it because I checked the filters. It's pretty nasty. No one cleaned that. Thank you for letting us know, sir. Okay. Because I like your place and I see how clean it is when it comes to public bathrooms and stuff. I see the maintenance. However, the air conditioner, Okay. I'll call our engineering to fix that one, sir. Thank you for letting just us needs know. to be cleaned. Okay. Так, мы заплатили дополнительно 1160 песо. Это у нас получается 3 массажа мы брали на room charge. Потом заказывали ужин для детей. Это у нас ушло где-то около $5 за чашку риса, жареного риса. Мы заказывали 2. Just need your signature. When was the last time you stayed with us, sir? That was a few years back? Or you've been here before already? In 2019. 2019. Доллары тоже можно поменять сразу в отеле. Сегодня такой средненький курс. Можно взять в городе повыше, но сейчас на такси нужна будет кое-какая сумма. И мы выдвигаемся в село. Там маловероятно, что будут обменные пункты, поэтому заранее на карманные расходы придется обменять прямо в отеле. А так, если что, меняйте в моле. Там рейт намного выше. Alright, can you break this in 500? 500. 이제 택시를 기다려야 되는데 택시는 12시 30분 올 테니까. 3,000 pesos. That's 1 to 3,000 pesos. Okay, thank you. Okay, thank you. I'll call our bell services to give you the taxi, sir. Alright, thanks. Так, все, мы расплатились. За отель я оплачивал при въезде сразу за 6 ночей, поэтому сейчас у нас только дополнительные расходы. У нас по планам посетить там школу и посетить детей, которых время от времени, ну, по возможности я пытаюсь каждый год подготовить какие-нибудь подарки им, потому что все это праздник Крисмас. Потому что у них сканер не работает, у ребят, и они каждый продукт, вот сейчас все эти продукты нам нужно будет забивать, они по одной тарелке, получается, забивают штрих-код. Little bit big. Good. Okay. It's okay. Little bit big. It's okay. For next year. Oh. You can use this one sa When you said that he was little, I didn't imagine that he was so little.